Всем привет, друзья, с вами Оля. Скажу сразу, это потрясающий десерт. Красивый, вкусный и очень праздничный. Готовлю его впервые, показываю все как есть. Ссылку на источник и все пропорции продукта вы найдете в описании под видео. Для начала примерно 6 средних яиц первого сорта разделяем на белки и желтки. В чистую сухую чашу выливаем только белки, по весу это 190 грамм. Добавляем 1 чайную ложку лимонного сока или щепотку лимонной кислоты для стабилизации меренги и чтобы убрать яичный привкус. Также всыпаем щепотку соли. Взбиваем белки на средней скорости до появления пивной пены. Для этого десерта лучше использовать весы. Также по возможности используйте белки комнатной температуры. Они лучше взбиваются и их легче разделять. Далее добавляем 1 стакан сахара. Это 250 грамм. Весь сахар сразу же всыпать нельзя. Добавляем его небольшими порциями. После того, как всыпали одну часть сахара, ждем 20-30 секунд и добавляем следующую. Очень важно на данном этапе белки взбивать на скорости выше средней. На высокой скорости взбивать нельзя, иначе сахар не успеет раствориться. Когда добавили весь сахар, скорость можно немножко увеличить, например, на 6 из 8. Именно на ней я и взбивала белки. Если у вас нету планетарного миксера, белки можно взбить и обычным ручным миксером. Принцип тот же, но время будет чуть дольше. Когда белки собираются как бы шапочкой на поверхности, можем проверять, достаточно ли они взбиты. Во-первых, пальцами пробуем на сахар. Мы не должны его чувствовать. Если что-то похрустывает, еще немножко взбиваем. Во-вторых, белки должны быть взбиты до устойчивых пиков. Проверяется это легко. При переворачивании миски они не двигаются. Если предыдущие 2 пункта выполнены, со спокойной душой добавляем 25 грамм кукурузного или картофельного крахмала. Перемешиваем 40 секунд 1 минуту, просто чтобы крахмал равномерно распределился во всем объеме яиц. И выключаем миксер. Меренга готова. В конце перемешиваем ее лопаткой, чтобы собрать крахмал со стенок чаши. Несколько раз вымешиваем всю массу лопаткой. Меренга получается глянцевой, блестящей, она плотная и держится на лопатке. На взбивание уходит примерно 10-15 минут в зависимости от мощности миксера. Ручным миксером может уйти и около 20 минут. Стандартный противень 30 на 40 см застилаем антиприкарным пергаментом. Если сомневаетесь в его качестве, то смажьте тонким слоем растительного масла без запаха. Так точно ничего не прилипнет. Выкладываем меренгу. Разравниваем ее тонким слоем по всей поверхности противня. До самых краев не доходим. Меренга во время выпечки увеличивается. Сушим меренгу на среднем уровне в заранее разогретой духовке при температуре 140-150 градусов. При 140 градусах уходит примерно 35 минут, при 150 от 20 до 25 минут. Тем временем приготовим мандариновую начинку. Для нее нам понадобится 4 крупных или 5 средних мандарин. Со всех мандарин снимаем цедру, только верхнюю оранжевую часть, белая горчит. Далее мандарины очищаем от кожуры и делим на дольки. Вес очищенных мандаринов 300 грамм. Измельчаем их в пюре. В кастрюлю выливаем измельченные мандарины. Добавляем цедру, всыпаем 30 грамм сахара и вливаем 2 желтка. Оставшиеся 4 желтка мы в рецепте не используем. Также в кастрюлю всыпаем 20 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 1 столовая ложка с горкой. Перемешиваем продукты венчиком, чтобы хорошо их объединить. Варим начинку, которая называется курд, на маленьком нагреве при постоянном помешивании. Готовим ее аналогично, как и заварной крем. Доводим массу до загустения и появления первых булек, при этом постоянно помешивая. Горячий курд перетираем через сито, чтобы убрать все лишнее. Все жилки, цедры, кусочки свернувшихся яиц выбрасываем. И вот как выглядит начинка для меренгового рулета. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт и ставим в холодильник, чтобы она остыла. Пока я готовила начинку, меренга полностью пропеклась. Она увеличилась в объеме и имеет приятный цвет слоновой кости. Очень важно меренгу не пересушить, иначе рулет будет трескаться во время скручивания. Готовая меренга имеет снаружи твердую корочку, которая при надавливании трескается, а внутри она полностью мягкая. У меня на выпечку меренги ушло 35 минут при температуре 140 градусов. Моя духовка печет средне, не интенсивно. На стол расстилаем лист пергамента, выкладываем на него меренгу. Затем удаляем пергамент. Как видите, он у меня слегка прилип, хотя с обычной выпечкой вообще проблем нету. Оставляем меренгу полностью остыть на 10-15 минут. Тем временем готовим крем. Его количество я немного уменьшила, чтобы он не вылазил во время сборки рулета.
В чистую сухую чашу миксера высыпаем 250 грамм холодного творожного сыра, можно сливочного сыра или крем-сыра. Добавляем 100 грамм холодных сливок жирностью 33%. Всыпаем 15 грамм, это примерно 1 столовая ложка сахарной пудры. Заранее скажу, я бы на следующий раз добавила немножко ванилина или 1 чайную ложку ванильного сахара. Продукты взбиваем миксером до получения густого крема. У меня ушло 3-4 минуты. Крем хорошо держит форму, с лопатки не спадает. Первой выкладываем мандариновую начинку. Я ее попробовала, она очень вкусная, с насыщенным мандариновым вкусом и ароматом. Также она густая, как джем. Разравниваем курт тонким слоем, но не доходя до самых краев. Далее автор рецепта советует оставлять меренгу в таком виде на 10 минут. Для чего это нужно, я не знаю. Напишите, пожалуйста, если вы в курсе. Я данное условие выполнила, чтобы соблюсти рецептуру, но на мой взгляд этот этап можно пропускать. Поверх курта выкладываем крем и разравниваем его тонким слоем. Сделать это не так просто, приходится немножко повозиться. Крем до самого края можно не растягивать. Далее сворачиваем меренгу в рулет. Сделать это несложно, она легко сворачивается без усилий. Рулет заворачиваем в пергамент, по желанию дополнительно в пищевую пленку, ставим в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 1-2 часа. Спустя время достаем рулет и удаляем все лишнее. 1 столовую ложку крема с общего количества я отложила. Покрываем кремом рулет сверху. Затем украшаем дольками мандаринов, клюквой и веточками розмарина. Также сверху слегка посыпаем сахарной пудрой. Вот такая красота у нас в итоге получилась. Меренговый рулет хорошо держит форму, он очень нарядный и аппетитный. Рулет не потрескался, и я его легко свернула. Вес меренгового рулета без украшений 800 грамм. Давайте разрежем и посмотрим, какой он внутри. Я обратила внимание, что очень легко в данном случае отрезать кусочек. И что очень важно, кусочек хорошо держит форму. Разрез красивый, аккуратный, видна прослойка мандариновой начинки. Пробуем. На мой вкус рецепт просто потрясающий. Снаружи сладкое, слегка хрустящее и в то же время очень мягкое и нежное, как облачко меренга. Мандариновый курт не приторный, с легкой кислинкой и насыщенным мандариновым вкусом. С меренгой и кремом хорошо сочетается. Крем нежный, совсем слегка сладкий. В целом рулет средний по сладости, он тает во рту и получаешь колоссальное удовольствие, когда его пробуешь. Единственное, чего мне не хватило, это немножко ванильного аромата. На мой взгляд, получилось очень вкусно. Себе этот рецепт я беру в копилочку. Выглядит он просто шикарно, сам удивляешься, как удалось это приготовить. И что приятно, по вкусу рулет не разочаровывает. Желательно этот рулет съедать сразу, но лично мы его ели 2 дня. Храним в закрытом контейнере в холодильнике. Рулет не течет, становится чуть-чуть влажнее, но ничем не хуже. Рецепт рабочий, смело пробуйте, если он вас интересовал. Пожалуйста, поддержите это видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.